Привет, Арми. В интервью журналу GQ Тэхён с большой ясностью ответил на вопрос о слове, которое его больше всего привлекает. Он сказал, что больше всего его привлекает любовь к кому-то за то, что он милый. По его словам, когда ты находишь кого-то красивым, ты чувствуешь к нему любовь, и эта любовь на самом деле делает его еще красивее в твоих глазах. Это идея двух чувств, которые укрепляют друг друга и растут вместе. Тэхён также упомянул, что быть названным «милым» – один из лучших комплиментов, которые можно получить. Он сказал эти слова с убеждением, как будто говорил о чем-то, что глубоко понимает и что занимает важное место в его жизни. Что еще интереснее, он затронул эту тему в интервью под названием «От сердца к сердцу», название которого ясно иллюстрирует тот глубокий и личный разговор, которым он хотел поделиться. Когда Тэхён говорит о любви к кому-то за то, что он милый, он говорит об этом не как о просто абстрактном понятии. Скорее, он преподносит это с уверенностью, которая говорит о том, что он описывает нечто реальное. Его глаза словно блестят, когда он произносит эти слова, а тон смягчается, словно он делится самыми сокровенными тайнами своего сердца. В этом контексте естественно, что многие сразу же вспоминают Чингука, постоянного участника важных моментов жизни Тэхёна. Не нужно большого воображения, чтобы понять смысл его слов, потому что поведение Тэхёна рядом с Чингуком всегда демонстрирует явную разницу. Его взгляд смягчается, когда Чингук рядом, улыбка, которая остается незамеченной, когда Чингук входит в комнату, и особое внимание, которое он уделяет ему даже в толпе, все эти детали давно заметили многие. Отношения между Тэхёном и Чингуком кажутся особенными, потому что они не новые, связь существовала и крепла на протяжении многих лет. С самого раннего возраста они разделили бесчисленное количество моментов, отражающих глубокую эмоциональную близость. Они поддерживают друг друга в горе и радости, защищают друг друга в трудные времена и вместе отмечать каждую важную веху. Эти отношения развивались вместе с ними, становясь крепче и глубже с течением времени. Тэхён никогда не пытался скрыть, насколько важен для него Чингук. Наоборот, он постоянно демонстрировал признаки того, что их отношения настоящие и значимые. Хотя он не упомянул имя Чингука напрямую в интервью, его слова звучали очень лично и многозначительно. Особенно, когда он сказал, что быть милым – это лучшее, что может быть. Как будто он описывал, каково это – чувствовать на себя взгляд и любовь Чингука, человека, известного тем, что он всегда выражал свое восхищение и заботу о нем. Эти чувства возникали не изредка, они были постоянными, отражаясь в их ежедневном общении. То, как они понимали друг друга без лишних слов, как естественно они дополняли друг друга, и комфорт, который они чувствовали, находясь вместе, все это демонстрировало искренность их отношений, им не нужно было часто об этом говорить, их действия говорили сами за себя. Недавно Тэхёна и Чингука заметили вместе в японском ресторане Сэкаэр Бар, там они разделили тарелку кадайфе с креветками темпура. Во время еды многие наблюдатели обратили внимание на то, как они общались друг с другом. Эта небольшая деталь напомнила старый разговор BTS о чистке листьев перилы для других. В Корее такие действия, как чистка креветок или листьев перилы, имеют особое значение. Они считаются интимными и заботливыми жестами привязанности. В корейской культуре помощь в чистке креветок – это не просто практический акт, это символ заботы и готовности пойти на многое ради любимого человека. Сам Чингук однажды сказал, что не любит чистить креветки для кого бы то ни было, однако, похоже, он готов сделать исключение для Тэхёна. Напротив, Тэхён, который обычно не делится столовыми приборами, похоже, не возражает, когда Чингук использует свою вилку. Эта небольшая деталь показывает, насколько отличается их поведение друг с другом по сравнению с другими. За прошедшие годы отношения Тэхёна и Чингука продемонстрировали поразительную стабильность. Они неизменно ставят друг друга на первое место в различных ситуациях, будь то интервью, выступление на сцене или участие в развлекательных программах. Они часто смотрят друг на друга, поддерживают и защищают друг друга естественным образом. Ничто из этого не кажется натянутым. Скорее, это просто отражение подлинной связи. Выбор ресторана для их совместного момента также кажется значимым. Сэкаэр Бар известен как теплое и романтичное место. Они решили сесть у окна, в таком месте, которое легко видно окружающим. Это показывает, что они не чувствуют необходимости прятаться, поскольку не считают, что сделали что-то не так. Эта уверенность и комфорт отражают их веру в свои отношения и решение поставить свою связь выше мнения окружающих.
Взаимная забота Тэхёна и Чингука проявляется не только в небольших жестах, таких как совместная трапеза, она также проявляется в их ежедневной эмоциональной поддержке. Когда один чувствует усталость или стресс, другой почти всегда рядом, чтобы подбодрить его или облегчить его бремя. Эта постоянная поддержка демонстрирует, что их отношения выходят за рамки простой дружбы и основаны на глубоком понимании потребностей друг друга. Их связь развивалась естественным образом на протяжении многих лет, проведенных вместе в составе BTS. От стажеров до мировой суперзвездности они поддерживают особую связь, которая со временем только крепнет. Детали их повседневного взаимодействия, такие как совместные трапезы без формальностей, молчаливое сидение рядом или помощь друг другу в мелочах, свидетельствуют о глубине их отношений, которые не нуждаются в ярлыках, чтобы быть настоящими. На протяжении многих лет поклонники наблюдали за этой уникальной динамикой. Одним из самых поразительных аспектов является то, как они общаются посредством взглядов. Будь то интервью, концерты или закулисье, их взгляды часто встречаются, словно между ними существует некий личный канал. Этот зрительный контакт не случайен, он длится достаточно долго, чтобы передать глубокое чувство комфорта и понимания. Еще один не менее важный аспект – их постоянная физическая близость. Тэхён и Чингук часто прикасаются друг к другу естественно, обнимаются, держатся за руки или просто касаются плеч. Интересно, что Чингук не проявляет такой же физической спонтанности с другими участниками, с Тэхёном эта близость кажется естественной. Жесты заботы также являются отличительной чертой их отношений. Тэхён часто проявляет заботу, поглаживая волосы Чингука, следя за тем, чтобы ему было тепло, или проверяя его состояние в сложных ситуациях. В то время как Чингук демонстрирует здоровую эмоциональную зависимость, часто ища взгляда или одобрения Тэхёна, когда сомневается, эта модель поведения редко встречается в других отношениях группы и придает их связи особый смысл. Со временем их связь эволюционировала от игривой, юношеской связи к более зрелой и глубокой. Фундамент, заложенный во время их стажировки, укрепился, став важными опорами для обоих. Эта эволюция демонстрирует, что их отношения не были чем-то запланированным, а развивались органично благодаря общему опыту. Мелкие детали повседневной жизни, такие как те, что показаны в In the Soup, например, совместная трапеза, сидение рядом в тишине или помощь друг другу без просьбы, являются сильными показателями глубокой близости. Способность делиться молчанием без неловкости и понимать друг друга с минимальными сигналами является явным доказательством того, что их отношения выходят за рамки условностей и основаны на многолетнем понимании и заботе. В конечном счете, все эти наблюдения следует понимать как отражение того, что демонстрируется публично, фрагменты взаимодействий, которые можно увидеть, почувствовать и оценить, не делая никаких поспешных выводов. Потому что Тэхён и Чингук – реальные люди, которые заслуживают личного пространства, независимо от того, насколько близкими и теплыми могут казаться их отношения на камеру. Как поклонники, наслаждаясь временем, проведенным вместе, мы ценим те ценности, которые в этом отражаются: постоянство, забота, комфорт и искренняя эмоциональная поддержка, простые, но значимые вещи, которые могут вдохновлять, не будучи навязанными или навязанными какой-либо абсолютной картиной. Заключение этой истории не является окончательным выводом, скорее, это приглашение взглянуть на ситуацию с более спокойным сердцем, насладиться моментом таким, какой он есть, и почтить путь двух людей, которые растут вместе на протяжении многих лет. Потому что иногда самые прекрасные отношения – это те, которым позволено говорить через отношения, а не через заявления, и через осмысленное молчание, а не через долгие объяснения. I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough.